Видео не сначала, но вначале я рассказал, как правый сектор сразу же выстрелил в голову охраннику. И это впоследствии подтвердил Мустафа Наем, который на месте в Мукачево. Ну вот а дальше интересно просто, насколько сбудутся мои предсказания. Честно скажу, положа руку на сердце, мне нравится, когда мои предсказания сбываются. Они бывают хорошие или плохие, просто они сбываются. И это так прикольно на это смотреть. Уже появились агенты Кремля, агенты Путина, Мукачева и все такое. А вот посмотрим, как быстро сломается хребет у власти. Как быстро согнет она свой хребет, да так, что он аж хрустнет перед правым сектором. Согнись, тростник, пока не прошел паводок. И все остальные. Ну вот, а что касается попытки, о чем мы говорили, перевести это на некие политические рельсы, обозначить цель как борьбу с какими-то политическими влияниями. Вот сами активисты правого сектора говорят о том, что они хотели устранить, надавить на их, по их словам, преступника Виктора Медведчука. Почему именно спецпредставителя в переговорах с ОБСЕ они назвали? Какая связь между Ланью и Медведчуком? Понимаете, в чем дело? Я абсолютно убежден, что они выдумывали на ходу. То есть просто придумали на ходу. Что там есть в Мукачево? О, Медведчук оттуда. Давайте его приплетем к этой ситуации. Сейчас проявится скрытая оппозиция в Верховной Раде, потому что сегодня уже сделали заявление Игорь Луценко, да, не путать с Юрием Луценко. Он уже предложил, там, выходим там, в 20:00 под администрацию президента, героев убивают и все такое. То есть сейчас серьезный экзамен для власти, а правый сектор, конечно же, будет под это. Вот как под убийство Олеся Бузины, давайте вспомним. Сейчас туда уже такое приплели, уже такую политическую подоплеку, что вот там взяли каких-то невиновных бойцов из АТО, которые должны были передать папку с секретными документами по МВД. Идет сейчас удар по МВД, по Авакову конкретно, и посмотрим. В общем-то, это пощечина президенту. Если он сейчас пойдет на уступки правому сектору, значит, не он руководит страной, а Ярош. Анатолий, ну вот смотрите, Петр Порошенко призвал задержать, обезвредить преступников, а прокуратура Закарпатья возбудила уголовное дело и собирается расследовать теракт. Еще одна статья — организация преступного сообщества. Вот эти факты не говорят ли о решимости власти в борьбе с правым сектором? Говорят, но еще же не вечер, еще не было 20:00, еще не собралась толпа под администрацией президента, еще не начались уступки. Я говорю, будет уступка какая-то первая, вот она станет и последней для этой власти, можно уже отсчитывать четко уже таймер назад. Понимаете, еще не вечер на самом деле, и там еще мясорубка не началась по полной, потому что их-то надо задерживать, как с торнадо, допустим, там 3-4 дня каждый день рассказывать, мы будем атаковать, если вы не сдадитесь. Тут так не пойдет. Здесь люди убиты, как бы, и их надо задерживать. Это опасные там ребята. Плюс правый сектор объявил мобилизацию, и вот все, мол, едьте в Мукачево. Я сомневаюсь, что кто-то особо поедет, конечно, потому что одно дело там заниматься самопиаром, как занимаются там отдельные личности в правом секторе, снимая нападения на мифические блокпосты. Тот же Богданов, бывший россиянин. Вот. Другое дело реально идти против представителей власти, то есть против МВД. А туда уже бросили не просто там местное МВД, туда бросили уже специалистов. А эти специалисты также прошли уже боевые действия. Поэтому там заваруха может быть серьезная, и вполне возможно, что начнутся уже уступки через определенное время. Анатолий, как вы думаете, чем активисты правого сектора руководствовались в данном случае? Тем, что они чувствуют себя безнаказанными, и их не призывают к ответу практически ни за что? Либо просто жажда наживы безграничная? Понимаете, в чем дело? Это как в свое время, знаете, матрос не может быть врагом революции, скажем так. Вот точно так же и здесь. Он участник АТО, он не может быть убийцей, не может быть вором, грабителем. Значит, его подставили. Правый сектор, да нет, они просто ангелы с крыльями, они не могут быть бандитами. Вот. И они, пользуясь этим, и они, как бы, зная, что вот такое вот есть мнение в обществе, что завтра возьмут представителя правого сектора за убийство, его начнут отмазывать, скажут, что это политические репрессии, они просто уже не видят берега. Я думаю, что им должны эти берега показать сегодня, жестко и резко. Вот. Ну а если нет, повторяю, значит, этой власти конец. Ну, посмотрим, увидят ли они те самые берега. На прямой связи со студией по скайпу был медиаэксперт Анатолий Шарий. Мы обсуждали причины и возможные последствия для правого сектора перестрелки в Мукачеве.